Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы показали, как мы мульчируем почву под помидорами, огурцами, кстати, и другие овощи для этого используем. И мы используем, рассказывали, для того, чтобы обезопасить растения, используем триходермин. Вот такую прекрасную штуку. А эта штука не просто штука. Это по-народному так меня спрашивали, что это у тебя за штука, откуда и как ее приобрести. Это все свободно продается. И можно его приобрести в Украине прямо непосредственно с завода. Но это не реклама ни в коем случае. А это наш опыт. Мы использовали и фитоспорин, гаупсин, кое-какие другие препараты, но лучше вот этого препарата мы не нашли. Это биофунгицид, который позволяет нам выращивать допоздна здоровые растения. И вот я снова же такую вот таблицу сделала, которая позволяет вот и увидеть, и запомнить, почему именно этот препарат нужно искать и нужно использовать. Мы его называем дома крутой биофунгицид, самый крутой биофунгицид. Мы используем именно триходермин виридин, называют еще триходермин зеленый. Почему? Я вот такие выписки себе сделала. В первую очередь он защищает от болезней. От фитофтороза, от серой гнили, альтернариоза, мучнистой росы, парши, антракноза и других спор грибковых заболеваний, которые очень любят размещаться на нижней стороне листа. Если не накрыто именно мульчой, то проблемы возникают, погибает триходерма, если нет органических остатков. Ей нужно обязательно питание. Так вот, на почве при определенных условиях, а это всегда происходит, когда начинается резко уже потепление, испаряются вот эти воды, которыми мы поливаем, и там же на почве всегда что-то есть из спор грибковых заболеваний. И, кстати, даже если двери открыты, не только на почве, а и с потоками воздуха может вот это все попадать на листья, и растения могут заболевать. И очень быстро фитофтороз съедает, буквально очень быстро, если вот такой момент наступает, вот резких потеплений. И очень важный момент, мы из-за корневых гнилей очень активно используем вот этот биофунгицид, потому что весной, ранней весной холодная почва, и если высаживаешь в почву неподготовленную, там есть, естественно, различные споры грибковых заболеваний, корневых. Но вот от корневых гнилей защищает триходермин. Это фузариозные, питиозные и ризоктониозные гнили, и очень хорошо работает в этом плане. Кстати, не только весной, но и вот очень часто хорошо как будто бы растет рассада перца, баклажанов, и потом вдруг это все начинает сохнуть и пропадать. Это есть вот эти различные корневые гнили, которые уничтожают растения. Поэтому триходермин тот очень нужен. Ну и третье, увядание тоже, вот это очень опасная штука, тоже защищает от увядания. Вторая такая важная вещь, что делает триходермин, вот этот виридин, я его называю пожирателем растительных остатков. Он без растительных остатков, без органики. В данном случае у нас солома. Мы наиболее эффективно ее используем. Кто-то сено использует. И еще раз отвечаю сразу же на вопрос, потому что задается вот зеленая масса, скосили. Вы заберете весь азот с почвы, и растения начнут страдать, и бледненькие становятся, и погибают. Поэтому мы не пользуемся зелеными травами. Если есть возможность, мы сушим
то, что потом выставляем. Ну, а затем уже обрабатываем, замачиваем, обрабатываем, и очень хорошо, здесь никаких проблем не возникает с тем, что у нас мульча такая достаточно большая. И вот мульча как раз основа той еды, с которой триходермин приживается, а без мульчи триходерма не живет, она погибает. Вот это главная еда, органика, мульча – это еда для триходермы. И вот когда она ест вот эту нашу органику, она дает много спор, размножается и активно, эффективно отбивает атаки различных патогенов грибковых заболеваний. Это очень важно, и вот это наше мульчирование позволяет вот этот процесс запустить и работать практически до осени, до момента сбора урожая. Ну и очень важный момент – помогает превратить вот этот толстый слой соломы, вот эта солома вся превращается в органическое удобрение, практически почти все. К осени мало что остается, мы просто остатки закапываем в почву тут же. И здесь вот в течение лета в соломе есть много питательных веществ. У нас есть видео про солому. Там есть вот эти питательные вещества, тот же калий, фосфор, но они в недоступной форме. Триходермин дает возможность, перерабатывает и дает возможность корням уже в доступной форме получать вот эти прекрасные питательные вещества. И вот видите, у нас получается, что мульча и триходермин, вот эти два компонента мы вот уже развели. И вот мы используем, будет, вот это у нас 12 граммов, развели, 2 часа, даже больше уже. Вот этот препарат, видите, какой он становится, светлый такой цвет, как молока получается. И мы проливаем почву. Ну и еще раз хочу напомнить, что обязательное условие, нужно поселить триходерму на солому. Можно проливать. Сразу же еще раз отвечаю на вопрос, что это очень дорогое удовольствие. Значит, просто берете, поливаете солому и просто теплой водой, а затем в распылитель, опрыскиватель заливаете вот этот раствор готовый, не разводите, его очень мало идет, действительно очень экономно. И опрыскиваете всю солому, и сами растения, и солому вот этим прекрасным, самым лучшим, самым крутым биофунгицидом. Это био, это природный, естественный, из природы взятые грибочки, которые живут рядом с нами, и везде они находятся. Ну, естественно, там, где в лесу очень активно вот эти грибы работают, тоже перерабатывают органику. Без этого нельзя было бы в лесу вот этот экологический круг организовать. Вот это природой все устроено, божественное такое создание, и молодцы, что специалисты нашли способ вот это выделить, размножить и дать нам возможность пользоваться вот этим прекрасным препаратом, который защищает наши растения. В первую очередь от того, что над землей, это у нас все листья, плоды, сами растения от различных спор грибковых заболеваний, от корневых гнилей, и дает возможность еще и перерабатывает питание, дополнительное питание, которое перерабатывается, вот эти грибочки перерабатывают и доставляют корням в доступной форме для того, чтобы растения дальше развивались, росли и комфортно себя чувствовали. Ну вот такая тема, мы доказали и рассказали, почему мы остановились на этом препарате. Последние где-то 3 года очень активно его используем. Ну вот и еще и будем дальше переработать с фитодоктором. Очень хороший препарат. Ну и, возможно, еще гаупсин. Посмотрим, как у нас получится. И вот эти препараты помогают нам получить экологически чистые плоды, здоровые растения. И в течение сезона эти растения не страдают, не болеют, а получают хорошую
такую базу для того, чтобы развиваться. И фундамент очень хороший, и удобрения у нас заложены очень хорошие в самой почве. У нас есть плейлист «Томаты», и там все мы это рассказываем, показываем. Можете просто зайти и смотреть все видео, посвященные выращиванию томатов, огурцов. И мульча, есть плейлист мульча, который мы используем для того, чтобы вот иметь вот такую хорошую базу. Мульчируем наши грядки, ну, по возможности. В данном случае мы мульчируем в теплицах для того, чтобы наши растения комфортно себя чувствовали и здоровыми развивались и дарили нам витаминные плоды. Раиса Греченко и Александр Волик подготовили это видео. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго вам. До новых встреч на нашем канале. Мира вашему дому, благодатной погоды и хорошего урожая всех овощных культур. Здоровых вам растений. Пока-пока.